Всем привет! С вами я, Андрей Степанов, он же Lucky Sax. И я предлагаю вам прослушать серию уроков для обучения импровизации на саксофоне. Я решил разбить процесс обучения на множество мелких уроков, чтобы любому из вас было легче и проще освоить азы импровизации. Цель настоящего курса состоит в изложении основ, позволяющих научиться искусству музыкальной импровизации. Бытует мнение, что тот, кто импровизирует или играет джаз, особенный. Особенность таких людей заключается лишь в мудром распределении времени в процессе обучения навыкам ремесла. К инструментам ремесла относятся звукоряды, аккорды, паттерны, отрывки различных музыкальных произведений, песни, стандарты и оригиналы, развитие слуха, прослушивание записей в исполнении классиков джаза и все, что, по вашему мнению, может внести вклад в становление разностороннего музыканта. Итак, для начала вам необходимо подготовиться к занятиям. Что вам может для этого понадобиться? Ваш музыкальный инструмент, нотная тетрадь с карандашом и резинкой для записи примеров, спокойная обстановка, чтобы вас никто не тревожил, и какая-нибудь колонка, спикер, чтобы вы могли хорошо слышать музыкальные примеры, которые я буду вам включать для отработки наших навыков. Итак, давайте приступим. Перед вами нотный стан, на котором уже расчерчены 4 такта. Это основа нашего музыкального примера, на базе которого мы будем учиться импровизации. Предлагаю ознакомиться с музыкальным примером. Для удобства исполнения вам дается один так называемый пустой такт, чтобы вы могли хорошо прочувствовать темп нашего отрывка. Теперь проанализируем сам музыкальный фрагмент. В первую очередь, перед тем как импровизировать и сочинять мелодию, вам необходимо понять, в какой тональности вы находитесь, какой аккорд вы будете обыгрывать и в каком темпе вы будете играть. Тональность нашего примера до мажор. Над каждым из тактов вы видите слово тоника. Это значит, что в каждом такте звучит трезвучие первой ступени тоники. До мажоре первая ступень это нота до. Значит, трезвучие первой ступени будет состоять из нот до, ми, соль. Но сегодня мы ограничимся только первой нотой тоникой, нотой до. Размер нашего музыкального примера 4 четверти. Это означает, что в каждом такте будет по 4 удара метронома. Теперь давайте поговорим о том, что будете играть вы. Главное условие нашей импровизации это то, что мы используем только ноту до. Мы будем ее играть в 3 октавах. Итак, наше первое упражнение. Мы начнем с импровизации целыми нотами. Я напомню, что целая это такая длительность, которая длится 4 удара метронома. Раз и два и три и 4 и. Для начала я покажу свой вариант импровизации, а следом попробуйте вы. Отлично. Теперь перейдем ко второму упражнению. На этот раз мы добавим новую длительность, половинную ноту. Она длится 2 счета. Раз и, два и. Мы научимся чередовать разные длительности в нашей импровизации. Как и прежде, для начала будет мой вариант импровизации. Затем вы попробуйте сыграть ваш.
Мои поздравления! Вы справились. В третьем упражнении мы добавим еще один тип длительности – четвертные ноты. Четвертные ноты – это такие ноты, которые длятся всего один удар метронома. Раз и. Попробуйте соединить все три варианта длительностей вашей импровизации. Как всегда, для начала предлагаю прослушать мой вариант, прежде чем вы создадите собственную импровизацию. Супер! Вы находитесь на верном пути. В следующем упражнении мы добавим еще один тип длительности – восьмые. Это одни из самых коротких длительностей. В каждой четвертной их помещается ровно по две. Итак, создаем свою импровизацию с помощью всех уже известных вам длительностей. Как всегда, для начала прослушаем мой вариант, потом вы исполните ваш. И снова поздравляю, вы же сделали большой шаг вперед. Следующий этап для более продвинутых. Если вы только начали свое обучение игры на саксофоне, не беда. Можете пока пропустить это упражнение и попрактиковаться на предыдущем примере. Но если вы чувствуете себя довольно уверенно, то давайте попробуем добавить еще один вариант длительностей – 16-е. Их помещается аж по 4 в одной четвертной или по 2 в одной восьмой длительности. Как всегда, слушаем для начала мой пример, а потом уже создаем свою импровизацию. Супер! Большие молодцы! Если вам было вдруг сложно сыграть этот пример, ничего страшного. Перед вами только что появилась новая ступенька, которую вы можете покорить. На мой взгляд, важным моментом является постоянство тренировок, особенно для новичков в сфере джаза. Исполнение джаза требует дисциплины, а дисциплина полезна всем нам. Если первые упражнения кому-то показались слишком простыми, то все равно не стоит отбрасывать занятия в сторону. Ведь именно из таких простых кирпичиков, которые станут частью вас, и строится настоящая богатая импровизация. Язык джаза и его своеобразие находятся в постоянном развитии. Чтобы стать частью джазового движения, необходимо принять его изменчивый характер. За последние 100 лет джаз претерпел немало перемен и до сих пор находится в процессе эволюции. С каждым поколением джазовых музыкантов привносятся новые уникальные идеи, ощущения, звучание,
что в конечном итоге выражается в изменении данного жанра. Имея хорошую базу, эти самые кирпичики, вы сможете присоединиться к тем, кто оказывает влияние на остальных, задавая новые тенденции в джазе. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующего занятия. Всем хорошего дня и успешного обучения!